Кстати, завтра у вас будет еще одно чтение. Называется обзор идам. Вы знаете, идам — это картинка, которая должна вам напоминать об идее из Ламрима. Я подготовил уже около 200 идамов по Ламримам, которые мы покрывали последние 8 лет, но я еще не закончил. Мы должны были пройти через них все в Таиланде, но я был слишком занят, что, в общем-то, довольно необычно. Поэтому я всего лишь успел покрыть 78 из них. Так говорит Джейми, по крайней мере. Поэтому завтра вы получите еще одно чтение. Просто цветные картинки. Вы сможете себя проверить, помните ли вы, что они значат. Я вам объясню, что они значат. Мы начинаем где-то в 78-м или 79-м. Это, на самом деле, напоминание тех 8 лет Ламрима, которые были до сих пор. Идея в том, что если вы станете учителем ACI, то вы можете выбрать себе специализацию. Типа как если вы, например, в юридическую академию пойдете, вы можете, например, выбрать себе быть криминальным юристом или бизнес-юристом или юристом по защите авторских прав. У вас есть выбор в ACI. Также вы все получите базовое обучение учителей ACI, что вы сможете себе преподавать, например, курс ACI 1. Дальше вы можете уже добавить специализацию. Например, медитацию, специализацию. Например, многие вместо того, чтобы преподавать курсы, они предпочитают преподавать медитацию. Или их, например, приглашают в какие-то компании, и они просят вас преподавать медитацию, но они не хотели бы, на самом деле, сами курсы. Но всем нужно, на самом деле, уметь преподавать курсы, как юридическая академия. И вы можете добавить себе какую-то специализацию, например, специалист по Ламриму. Медитации для нас — это будет медитация из Ламрима, из этих идамов. Завтра мы начнем. Это примерно как 200 медитаций за последние 8 лет. Вы не обязаны их все выучить, но если вы хотите, то вы можете специализированным юристом быть. Например, тот, кто только занимается автоавариями. Типа того. У вас будет такого рода специальность. Также будет специальность под названием мастер ретритов. Если вам нравятся длинные ретриты, некоторым людям это нравится, некоторым нет. Если вы такого типа человек, который хочет помогать людям в длинных ретритах от недели до 3 лет, то вы можете специализироваться. Вы можете быть учителем ACI, специализирующимся в длинных ретритах. И потом у нас еще были идеи, что может быть такая специализация, как, например, Камала Шила. Мы делали 5 лет Камала Шилы. Это величайший комментарий к сутре алмазного ограничения с древних времен. Там есть целый набор идамов, и вы можете их выучить. У вас может быть даже магистерская степень по Камала Шиле. Сейчас вы получаете степень бакалавра на этой неделе. И потом вы можете специализироваться в Камала Шиле. Если кто-то заинтересован в сутре алмазного ограничника, то вы можете быть человеком, у которого будет магистерская степень по Камала Шиле с вашим бакалавриатом в курсах ACI. Понимаете? Мы также разработаем магистерский курс по Нагарджуне. Я уже начал его в прошлом ноябре здесь. В октябре. Займет 5 недель,
5 лет, чтобы завершить. Если вы захотите специализироваться в Нагарджуне, постарайтесь приезжать каждую осень сюда, в Алмазную гору. Мы изучаем комментарии Цонкапа, самой известной книги Нагарджуны «Мудрость». Фантастическая. Замечательно. Вы не обязаны получать эти магистерские степени, вы можете просто получить бакалавриат, можете просто преподавать ACI. Но если вы хотите специализироваться, то вы можете добавить мастер медитации, мастер ретритов, мастер ламримов или мастер Камалашила. Отлично, договорились, поняли? Я должен был на самом деле тянуть время, потому что они тут оборудование сломали. Hello, hi. Let's get going. Давайте продолжать. Okay, we're gonna do Lamrim, new material. Мы сделаем ламрим, новый материал. Let's see. You can look up BAM space PA, BAM space PA, and we'll hit the right place. Pamba, La Bamba. Got it? BAM space PA. It's unique. It'll occur once in this text, I predict. BAM space PA. Oh. You never saw it before. Me neither. Yeah, that's it. Good. Okay, here we go. He's talking about the first of the 6 primary negative emotions, which was Он говорит о desire. 6 негативных эмоциях, и первая из них — это желание. See, now that you had the whole outline of the ACI training, сейчас вы понимаете, что означает весь ACI тренинг, 5 тем, школы, теперь вы можете это оценить и понять, насколько Будда обучал на разных уровнях. То есть это одно учение, но столько разных уровней. Много разных людей видят разные учения в одних и тех же словах. Низшая школа то, как они думают о желании, это не хотеть ничего, не покупайте новые машины, не носите хорошие вещи, живите в пещере. И все нормально, есть место. Этому есть место. Если у вас такой характер, или вы такой человек, что вот вы хотите только зарабатывать деньги, то, в конечном счете вы умрете, и вы все потеряете. В таком случае это как бы подходит, но на высшем уровне то, чего мы хотим, это научиться делиться. И поэтому желание, в общем, нормально хотеть печенье, но если вам они нравятся, то не отказывайтесь делиться этим, потому что иначе вы не получите больше. Желание становится как бы глупостью. Они и есть умное желание, есть глупое желание. Умное желание — это когда Гешла делится своим печеньем, потому что он хочет больше печенья. Это неплохая вещь. Это на самом деле вы можете получить все, что угодно во своей жизни. Не просто один кусочек. Вы ничего не получите, если вы не будете делиться с другими людьми. Умное такое желание. Оно не желание. Потому что это то, что делает мир счастливее.
Если желание — это привязанность, к примеру, к вашему телу, есть традиционные антидоты нижних школ, медитации традиционные. И мы поговорим о... Скажите «медукпа гомба». Или можете сказать «кенгуру». It sounds like kangaroo in Australia. Как будто кенгуру. Кенгуру. Thinginzin. Okay. Midupa Gomba means, Mr. Human Dictionary. Означает... This dupa means beautiful. So Midupa Gomba. Прекрасный... Yeah, ugly meditation. Страшная медитация. Okay. Meditation on ugliness. Медитация на некрасоту. And a famous example of it is Kangaroo Thinginzin. И знаменитый пример это вот такое слово. Which is, I'm not gonna. He doesn't teach it here. Он не обучает этому здесь. Yeah, he doesn't teach it here, but you can do it here if you здесь, want. Но вы можете. It's an old Abhidharma. Это старая Абхидharma, медитация старой Абхидharмы. You meditate that there's a little. What do you call? You get what's that disease where you lose your legs and no. Болезнь, когда вы... Gangrene. Yeah. Гангрена. So a little tiny spot of green here. Маленькая зеленая точка and then it здесь. starts to spread. И она начинает разрастаться. Your skin is rotting. Как это? And then Боже мой. It starts to spread, and you can see the bone of your skull. То есть доходит до того, что вы видите свой череп. И вы делаете вот так вот, это все расходится, и весь целый череп, на нем нет кожи, и нет мяса, вы вниз спускаетесь, и потом все тело вот такое, боже мой, и потом все ломается, ваше тело все сгнивает, вот, гнивает. И потом это переходит на здание, и потому что в один день это здание разрушится. Мы построили это здание из камней, которые сделали сами, из кирпичей. Когда нас не будет через какое-то время, пока Бригитта будет все хорошо, но через какое-то время не будет ничего здесь, все разрушится. Вот только что из этой глины один из домов мы разрушили. И то же самое в медитации. Это как атомная бомба. Вот этот дом, это все здание разрушается, падает. Потом вы переходите на шоссе, и все машины ломаются, и потом в Тусон. И в один день Тусон тоже будет пуст. Возможно, не будет достаточно воды. И люди уйдут оттуда. И все пустеет. И вы делаете такую медитацию, вы доходите до океана, Калифорния, Нью-Йорк. И все высыхает. Все рыбы мертвы, весь океан высох. Это уменьшает ваше желание. Это медитация скелетонов. Nyambo means how can you fix your desire for things, or people, or your body? Уменьшить свои желания относительно людей или предметов. Медупа означает how would you say distasteful or gross or ну типа неприятное, невкусное. Here means practice, BST, which is второе слово означает практика. What does Midupa mean? Что значит Number медупа? marwa, okay? What's marpo? Марпо. Red. Это And it красный. means you peel the skin off. Это означает, что вы So like if снимаете you can't кожу. stop looking at someone's Означает, wife, если вы не можете and you остановиться, have вы a смотрите trouble, на you think чью-то you're going to жену, do something bad with them, и вы боитесь, Just что вы можете peel что-то their skin плохое сделаете, with your просто в meditation and медитации see who they снимите с really нее are. кожу и And it посмотрите, looks like кто она steak. на самом деле. Она будет выглядеть You know? как стейк. We're all steak, you know, Мы на самом деле quarter-inch все down. стейки, Okay? And согласно it's disgusting. ну, Disgusting природе. meditation.
Это такая отвратительная медитация, называется отвратительная медитация. И вы снимаете кожу с ее медитацией. Такая медитация. Каждый раз, когда у вас какое-то желание возникает кому-то, вы будете так вот реагировать. Это низшая школа. Это может не сработать. Это определение низших школ. Может сработать, может нет. Лучше сделать медитацию из высших школ прасангика и сказать, окей, допустим, ты изменишь кому-то, или карма будет в том, что ты потеряешь своего партнера до конца жизни. Если я украду чью-то жену, я вообще хочу, чтобы она была со мной. Но если я украду чью-то жену, это означает, что я не смогу с ней быть, потому что она от меня уйдет. И это лучше, чем снимать с кого-то кожу. Но иногда это тоже может сработать, как аспирин. Иногда это медитация, когда вы снимаете с нее кожу, называется красный стейк. Намба-торва. Sooner or later, this person will die, and their arm will get disconnected from the rest. Раньше или позже этот человек умрет, его рука отвалится от его тела. Есть такое наказание, что привязывают руки и ноги к 4 лошадям, и, в общем, лошади бегут, и разрывают тело и эти части тела вещали на разных концах города, чтобы как бы показать это всем. И это отвратительно, правильно? Это очень неприятно об этом думать, когда вот по частям вот так разрывают. И потом вы вешаете вот эти части типа на год, как знак для всех других людей. Но это все с нами случится в любом случае. Если вы украдете эту жену чего-то мужа, то же самое с ней произойдет. Это просто мясо. Это то, что может вам помочь не иметь желаний. И это только работает иногда. Семена работают всегда. Это то, что работает иногда, это низшая школа. Pamba. We don't have that word. Word doesn't know that word. I don't know this word, but I looked it up. Я не знаю это слово, но я его посмотрел. Но это это то, что девы тоже гниют. Все их прекрасный нос, губы, их тело, уши тоже сгниет в коробке где-то. И вы визуализируете. Мой отец говорил, мне 18 лет. Он говорит, если влюбишься в какую-то девочку, сначала проверь, как выглядит ее мама, потому что это то, что с ней произойдет. Это означает, что ваша кожа сгниет в коробке через какое-то время, после того, как вы умрете. Если у вас есть желание забрать чью-то жену, то можете об этом подумать. Here, dushe really means conceive of them in a certain way, and it's one of the 5 heaps, right? And it means bones. Okay, after the rotting is finished. I think about my mom. Я думаю о своей маме иногда. I think all that's left of her is bones. Я думаю, что все, что осталось от нее, это кости в коробке. Если я смогу достать эту коробку, то это просто кости сейчас. И это выглядит как кости любого другого человека. Я не смог бы определить, кто это. И эта женщина, с которой вы хотите вот ее украсть, и у ее мужа, это все то же самое, это кости. Это не так уж сексуально. Но только если это не Хэллоуин. Okay? All right. Okay. By the way, there's a more formal teaching
Есть более формальные учения этих медитаций. Хотите пойти глубже? Okay, I knew you'd say yes. Я знал, вы так скажете. I went and got it for you. It's from the я нашел это из Праджна Парамиты, Писания, курса Геша. Это означает, это низший срединный путь. Но у них очень хорошее объяснение. И там есть 9 шагов к этому медитации измены. Он только упомянул несколько из них. Прелюбодеяние. Когда он обучает этим 9 частям вот этой отвратительной медитации, они объясняют, что является антидотом к чему. Есть 9 частей и 9 антидотов, то есть что каждая из этих частей исправляет. Это то, почему я вам все рассказываю, это то, почему Ламрин так медленно идет. Итак, вот эти 9. Первое. Если вас привлекает тело, форма этой женщины, ее грудь или ее, не знаю, мышцы, то особенно вот эта отвратительная медитация — это гниение. Подумайте, как эти формы гниют, эта грудь, эти бедра гниют. Если у вас есть вот такая проблема с чьим-то мужем, то представьте, как это будет гнить. Классно? Отвратительно. Number 2. Вторая. Если у вас есть сексуальное влечение, то есть я хочу заняться сексом с этим человеком, который уже женат. Bushikpa. Yeah, imagine the maggots. Представьте вот этих червячков, как они называются, которые заползают туда, куда вы хотите заползти. Если вы хотите вот про это подумать, то подумайте про вот этих личинок червяков. Не только единственный, кто хочет туда заползти. Это, в общем, мухи, дети мух. Они едят мясо, они едят, в общем. Есть два типа червяков. Первый, который просто в земле живет, они тоже вас едят, но сначала вас едят вот эти дети мух. У вас прямо сейчас есть на теле вот эти яйца мух, и если вы умрете сегодня, то они вас едят скоро. Вы будете их мясо. Может быть, сегодня они вами поужинают. Отвратительно вам уже? Номер 3. Если вас привлекает запах тела этого человека, феромон, если вы рядом с ним находитесь, и вам нравится запах, говорят, что в менструальной крови есть какие-то феромоны. Есть какое-то подсознательное влечение к запаху другого человека. И если у вас есть такая проблема, то представьте Представьте запах гниющего тела этого человека. Если вы читаете про торнадо или какие-нибудь массовые убийства, есть определенный запах от таких событий на похоронах. Это самый худший запах. У меня была встреча с
одним из самых богатых людей в мире. С его дочерью она собиралась поддерживать один из наших проектов. И я должен ехать в Нью-Йорк. И в ту ночь один из наших геши монахов умер в монастыре. И я вообще не знала, что мне делать, потому что есть женщина, которая поддерживала бы ACIP 1000 лет в ближайшие. Но мне нужно идти на похороны. Я отменила эту встречу, и я пошел на похороны. И он был хорошим другом. Но он лежит на таком металлическом столе. Комната была очень холодная, чтобы не было запаха. И я захожу в комнату, и он там лежит голый на этом металлическом столе. Я говорю, тебе не холодно? И он они кровь забирают. И алкоголь вкачивают. Они выкачивали кровь в тот момент. Это то, как 3-4 дня таким образом поддерживают тело, чтобы семья могла прийти попрощаться. Это было невероятно. Я было ужасно. Я делала барду молитвы для него, но это было очень тяжело. Если вас привлекает аромат тела этого человека, или парфюм, или после бритья, то подумайте о том, как этот человек будет пахнуть через 2 дня после того, как он умрет. Номер 4. Если человек, который вас привлекает, носит много украшений, серьги, браслеты, ожерелья, тогда вы снимаете кожу. Это вот там, где вот этот красный стейк, медитация красного стейка. Особенно в древних текстах, если вас привлекает вот такой фэшн, как они одеваются, как этот человек красивые вещи надевает, то снимите с них кожу и посмотрите, какой там орнамент под кожей. Понятно? Отвратительно? Да. Так и должно быть. Номер 5. Если вас привлекает их телосложение, некоторые женщины там белые, нет, это цвет тела. В общем, это про тело, но про цвет тела, я так понимаю. Да, цвет тела, цвет кожи. То сделайте эту зеленую вещь. Вот гниение, плесень. Когда кожа гниет, также еще вот плесень растет. В общем, вы поняли. В общем, плесневеет. Называется нгапа. Если у вас гангрена, means your skin turns green and it starts to fall off. То, что зеленое слово есть слово гангрена на английском языке. Change it to green. Если вам нравится цвет кожи, поменяйте его в зеленый. Как старый банан. Something like that. All right. Shageba chabenyam, there are number sepe dushi. If you're attracted to если вас привлекает muscles, мышцы этого человека. Shagyepa means Shagyepa означает girth. It means big muscles. Большие мышцы. How do you say that? Build. Yeah, good. You know, in India. Телосложение, в общем. Still, if you're fat, it's beautiful. В Индии все еще есть такое понятие, что если вы толстый, то вы красивый. Означает, что у вас есть деньги, означает, что вы не голодны. И любой человек, который такой большой, он считается привлекательным. Сейчас в Америке все по-другому, вам нужно быть очень худым, нездорово худым. И через 10 лет опять снова поменяется, это так меняется всегда.
So anyway, in those days, big was popular. Большие люди были популярны. И поэтому в Писании сказано, если вам нравятся вот такие большие люди, то подумайте о том, как их тело съедят после того, как они умрут. Там, мыши, тараканы, такие вот вещи. Номер 6. Отвратительно? Да. That's who we are. Это By the way, it takes a кем мы lot of являемся. imagination to be attracted to someone. И нужно очень много воображения подключать. To not notice they are dead meat. Нужно включать очень много воображения для того, чтобы понимать, что другой человек, он не просто мясо. Sexual attraction to someone, because you just look at them and you're like, oh, green. Если вы буддист, то просто смотрите на кого-то и думаете, он зеленый. That's why people drink wine, I think. Это то, почему люди пьют вино, чтобы забыть. They can forget who's really there. Забыть, кто там на самом деле. All right. Luke Gekpala Chape. By the way, I mean, at higher school, кстати, высшая школа. You can be attractive forever. Вы можете быть привлекательным всегда. Это цель высшей школы. Вы можете прекрасно выглядеть всегда, вам не нужно гнить. Посадите семена, и у вас будет супер сексуальное тело всегда. И это так нормально, так происходит. Возможно, потому что мы чувствуем, что это возможно. Эти люди вокруг могут быть ангелами, возможно, поэтому нас они привлекают. Потому что у вас будет примерно такая же форма, 2 руки, 2 ноги и голова. Высшая школа. Вы должны планировать ваше бессмертное тело. Мне нравится называть это как бы живой алмаз. Buddha GQ. Is GQ still around? I don't know. Ask John Brady. Okay. Luke Gekpala Chapi number Torah Dushe. If you're attracted to the way the person moves, вас привлекает то, как этот человек двигается, как она идет по улице. She's like that, and the guy is like. И мужчина вот так идет. If the Gek means если гек означает beauty of movement, красота движений, then you do the number torwa. Then you put their leg over there and their arm over вот there. это вот number torma, когда вы разрываете его тело. А потому что раньше или позднее это будет таким образом, что рука разведется с ногой, голова разведется с плечами, поэтому не думайте о том, что это настолько уж привлекательно. Эти руки, ноги, они все равно разделятся в какой-то момент. Разведутся с телом. Number 8. Номер 8. Sopa rupala chapi number rukongi dushi. There are parts of the body which are bone. Части тела, and the most famous attractive one is the teeth. Okay. Зубы. She has such beautiful white teeth. Что у нее такие прекрасные белые зубы. And so teeth or other, зубы это одно из. What do you call it? Shape of the bones, like ballet dancers. Ну, в общем, это кости тоже. Yeah, то есть форма костей. В каких-то странах, когда выбирают людей для олимпийских игр, для балета, измеряют размер костей людей и предсказать, будет ли человек более красивым, в момент, когда человек еще является ребенком. Если вас привлекает вот эта часть кости тела, какая медитация? То это медитация костей тела, скелет. These beautiful white teeth of this sexy model эти прекрасные белые зубы будут на черепе, да, на вот этом черепе. Number 9. Номер 9, последнее. So in India, in ancient times, в Индии в древние времена была to традиция сжигать bodies, right? тела. To burn the body, and so
если вас привлекает и форма и цвет человека, и его, как он выглядит, то просто отмотайте на то время, когда его тело будет сжигаться. Прекрасная кожа, белая или розовая, или какая-нибудь прекрасная форма, телосложение. Представьте, как это будет гореть в течение похорон. Когда кремировали Кенри Ринпоче, я не был там, я был в Индии, летел. Сказали, что череп упал со ступы и покатился в сторону людей, и все, в общем, испугались, что на прошлой неделе видели ламу, а сейчас его череп катится. И так случится со всеми. Депрессивно? Да. Хорошо. Meditations you can try. Это медитация, которую вы можете попробовать, если у вас есть проблемы с очень сильной привязкой к своему партнеру или к чужим партнерам. Мое определение низшей школы — это иногда работает, а иногда нет. Это низшая школа для меня. Высшая школа всегда работает. Вы можете просто посадить семена для того, чтобы вот это алмазное тело всегда было бессмертно и не беспокоиться об этих медитациях. But, by the way, and this is something that people don't talk about at teacher trainings. Это то, о чем люди не говорят в обучении. В обучении учителей ACI ваша работа в том, чтобы изучить все низшие школы тоже. Почему? Та же самая причина, почему Будда их создал сначала. Зачем? Потому что кому-то это помогало. Есть разные витамины. И у меня есть друг, сестра Арит. She was sick, they gave her vitamin D. It made her more sick. Она болела, ей дали витамин D, она еще хуже ей стала. Почку нужно было что-то там вырезать или что-то такое. Разные витамины иногда работают, иногда нет. У нас разные тела, разное сознание. Изучите все школы, потому что вы встретите кого-то, кто будет вашим учеником, кому будет нужна эта медитация. Учитель, Дэниел, мне так нравится чей-то чужой муж, я не знаю, что мне делать. Давай я тебя обучу отвратительной медитации. Делай ее каждый день. Понятно? Изучите все школы, потому что вам нужно, вы можете встретить кого-то, кому-то будет нужно. Здорово, если у вас будет большой набор инструментов. У меня есть друг, который трубами, в общем, занимается. Ему 66, и мы друг другу нравимся, поэтому. И он 50 лет, в общем, собирал инструменты. Можно, хочу нос поковырять, подожди, у меня есть для этого инструмент. Вот таким же образом вы должны быть, как этот работник. Каждый инструмент для любого события. И, возможно, вы 5 лет вам не понадобится использовать эти медитации, но потом вы кого-то встретите, и вы поймете, что ему нужна эта медитация. Поэтому изучите их все. Если Будда преподал, это значит, что это для кого-то может быть полезно. Мы на шестом главной негативной эмоции.
есть еще 6 основных негативных эмоций, и мы будем делать медитации на них, потому что если они основные, то они у вас есть каждый день. Эти 86 тысяч плохих поступков в буддизме. Кто-то сказал, Будда, знаешь, я не могу 86 тысяч изучить. И Будда ему сказал, что тогда сделаю 10. 3 относятся к телу, 4 к говорению, речи и 3 ментальные. Причина, по которой есть 10 из 86 тысяч, потому что вы их совершаете каждый день, не только раз в день, а каждые полчаса. То же самое с этими основными 6 негативными эмоциями. Если они в топе, значит, вы их делаете каждый день. Желание, которое мы только что закончили, проходить, у вас оно есть. 20 вторичных негативных эмоций есть. Он сказал, что он им обучит, но потом он меня не обучил. И у меня была идея попросить ламу Стэнли. Достаточно времени подготовиться, чтобы он преподал завтра. Он вам расскажет эти 20 из Абхидхармы, он перевел их уже. И моя идея, чтобы Стэнли пошел домой и подумал, было ли у него эти эмоции. И мы тебя, в общем, посмущаем. Может быть, Шапинг тебе тоже поможет. But I mean, don't just read the list. В общем, не просто прочитай список, а говори о своем опыте с этими вещами. Okay, got it? Because we don't really know if other people are having that experience or not. Мы не знаем, есть ли у других такие эмоции, но мы знаем про себя. So we may not get through all 6 before Возможно, мы не tomorrow, пройдем через все 6 до завтра, но 20 Number 2 of the big Номер ones. 2 из больших. Nipa Kongtroni, which means anger. Гнев. Okay. Here's the definition. Semchen dan senchen mayimbala. You can have it towards Mr. Human Dictionary. Он может быть у вас по отношению к людям, погоде, пробкам, вашим финансовой ситуации, обуви. Вы можете злиться по поводу всего. Мы очень, в общем, можете разозлиться на свой гнев. Со мной такое случалось. Angry mind. Злое сознание. Fury. Okay. Harmful mind. Sem tsubmu. Do you know the word tsubmu? It's the opposite of jumbo. Jamyang. It means rough. It means like sandpaper. Okay. Такое грубое, как наждачка. Okay. Rough. Like not nice to touch. Неприятно трогать. What's Geshe-la's nickname in the monastery? Every monk has a bad name. У каждого монаха в монастыре было плохое прозвище. Какое было у Geshe-la? Я вам сейчас расскажу свое. Tree bark, because I have a rough complexion. Say, hey, tree bark, Shingi Papa. Okay, don't call me Shingi Papa. Shingi Papa means, hey, Mr. Tree bark. It means if you touch my skin, в общем, грубое. So my nickname in the monastery is Shingi Papa. The most famous nickname Самое известное прозвище в монастыре. One day me and Rinpoche went. В общем, я и Ринпоче мы пошли у нас были дебаты, пока мы ужинали. Нет, мы ужинали, кто-то еще дебатировал. И в то время, в общем, у нас было немного денег, и все ели ужин, рис. Мы сделали жареный момо для всех. Очень вкусно. So they were supposed to debate, to show us how монахи дебатировали, чтобы показать, какие они классные, потому что мы все платили. There's a place in a debate where you say, when you quote a book, когда вы цитируете книгу в дебатах, вы говорите вот так вот. Скажите,
Шесумбейче. The sutra says. Сутра говорит. Шесумбейче. 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 So the guy, he was thinking about dinner, and he said, "Shepshapale." И человек думал, кто-то думал о ужине и сказал вот это шепшапали, что означает жареные момо. Then guess what his nickname was for the next 20 years? И угадайте, как его прозвали в следующие 20 лет. Oh man, don't call me Shapale. Okay, anyway, the word here is rough. Okay. Слово здесь грубое. Ваше сознание становится вот грубым. Angry. Okay. It's not nice to touch. The opposite word, by the way, in Sanskrit. Противоположное слово в санскрите за $0. Manju. Yeah, manju. And the one who speaks gently is called Manjushri. Мягко, его зовут Манджушри. Okay. It means soft, like означает velvet, мягко, like как вельвет, как шелк. His mind, Manjushri's mind, is manju. Его сознание Манджушри, манджу, очень шелковое. Cool. All right. Yo denam na nepaja depet. After you get number 2, you want to hurt somebody. У вас появляется вот этот номер 2, вы хотите кому-то причинить вред, что-то сделать с ними. Моя особенность — это пассивная агрессия. Это особенный тип агрессии. So, like, I don't know. You ask somebody for a donation. Вы просите кого-то no. дать вам денег на что-то, и он говорит вам нет. Okay. И вы говорите, ну и ладно. I'll pay. Я заплачу. I won't eat for a week. It's okay. Я просто не буду неделю есть, я заплачу. I can do it. Нормально, я все сделаю. Get hungry я for просто a week. буду голодный неделю. I'll pay the money myself. Ну я сам заплачу, не волнуйся. You have the right to say no. Ну ты можешь сказать нет. And, I'll probably have to stay in bed. Ну, возможно, я просто буду в кровати лежать всю неделю и болеть. В общем, это такой способ атаковать кого-то таким как бы приятным способом. Это приятно. Пассивная агрессия. Это моя особенность. У нас у всех есть свои особенности. И мне много времени это заняло понять, что я это делаю. Есть много способов, как атаковать других людей, делать, причинять им вред. Sam Shindu Tube number 10 Shigin. How do you get that tree bark mind, rough mind? Как это сознание становится грубым? You meet a trigger, and we're going to study 6 triggers. Есть 6 триггеров. То, что запускает негативные эмоции. In English we say, what sets you off? То, что запускает тебя. What gets you angry? То, что тебя... Ну, в общем, когда на ваши кнопки нажимают на ваши слабые места. И мы их будем изучать, это часть ваших идемов. Это следующий идем. 6 способов, как нажимать на слабые места других людей. Скажите мигио. Мигио означает, этот человек типа стоит перед вашим лицом, это то, что вас... Человек, который вам не нравится. Если вокруг его нет, то все нормально. Вдруг он появляется на какой-то вечеринке, какой-то идиот их пригласил, и вы видите этого человека, и это всю, ну, в общем, всю вечеринку для вас портит. Почему? Мне не нравится этот человек, который мне что-то сделал. Это первый триггер. Первый триггер негативной эмоции — это присутствие вещи, которые вам не нравятся. Или присутствие женщины, которая вам нравится, и она замужем уже. Какой антидот? Избегать. Убегать. Абсолютно ли это антидот? Нет. И антидот ли это? Да. Тогда вы должны сказать, это низшая школа. Попробуйте избегать всех женщин. Или всех людей, которые вам не нравятся. Переезжайте в другой город. Это метод низшей школы, как справляться с своими негативными эмоциями, избегать объекта.
И это большая часть Винаи. Концентрические круги. Если вы никогда не уедете из монастыря, то вы никогда не видите женщину, не будет никогда желания. Геши-Лота, он очень смеется, когда он это слышит. Женщины приходят как почтальоны с утра в деревню. Если у вас есть карма, то вы встретите женщину. Если один раз в 100 лет женщина приходит в монастырь, у вас есть карма, то вы ее встретите. Это абсолютно низшая школа. Я никогда с тобой не буду говорить, и потом встречаешь этого же человека в самолете. Со мной такое случалось. Я женил одну пару. У них были большие-большие планы. И мне немножко это беспокоило, потому что у меня был 1 час, но мне пришлось остаться на 6 часов. Потом они развелись через год. И я сижу в этом самолете, и женщина, которая сидит рядом со мной, она плачет на протяжении всего полета. И я так, я говорю, я ничего не сделал, я просто вас поженил, а это та женщина. Я думаю, что я буду $10,000 брать за людей, если я их женю, потом они меньше, чем через год разводятся. Подход к вашим негативным эмоциям, стараться избегать вот этот триггер человека, который вас злит, это не хорошая система, потому что каким-то образом они снова с вами встретятся. Здесь говорится, что когда вы видите человека, которого вы ненавидите, снова вот ваше сознание начинает заводиться. Плохие мысли приходят. И он говорит, какой результат гнева. И много об этом говорили в последний месяц Тайваня, уровень 10, который называется «Никогда не злиться» или я так думал назвать, но уровень 10 называется «невозможный гнев». Это на кухне, когда ваш муж на вас кричит, и если вы понимаете пустоту, то невозможно разгневаться. Вы не можете злиться. Это абсолютное решение гнева. Когда вы не понимаете, что... Когда вы понимаете, что человек, который вас злит, происходит из вас, знаете, какой хороший способ успокоить людей, которых все злит. Сказать, да, жизнь — это зеркало. И потом они вдруг очень тихими становятся. Все, что вы видите, тот процент раздражающих людей, которых вы встречаете, это прямой результат процента раздражения внутри вас. Насколько вы раздражаете других людей. Если вы говорите, что 99% людей в Даймонте вас раздражают, то то, что вы на самом деле говорите, то вы говорите, что я 99% всех раздражаю. Хорошо натренированные буддисты просто молчат. И можете всех ненавидеть, но никому не рассказывать. Потому что таким образом вы рассказываете, насколько вы раздражаете всех. Потому что то, что вы видите, происходит из вас. Абсолютно точный процент. Если вы на 25% злой человек, и вы приходите в комнату с 4 людьми, то один из них будет раздражающий. Это высший путь. By the way, he's teaching a very large group, mixed. There are high geshes there, there are high reincarnated lamas there. И он обучает вот эти учения, где очень много разные группы. Есть высокие геши, есть те, кто фермеры. Но он вмешивает в свои учения низшую школу. Когда мы обучали DCI-10, мы обсудили идеи,
который Шантидева, о которых он рассказывает. У гнева есть особенная черта сжигать все ваши хорошие семена. Вам нужна... У гнева есть такая способность сжигать хорошие семена. Единственная уникальная сила гнева из всех остальных негативных эмоций — сжечь хорошие семена. Yeah, I know. Let's say it freezes them. So, you know, when you do the 4 powers, когда вы делаете 4 силы, part of the goal is to put the seeds into suspended animation. What do you call that? Cryogenic. Yeah, you want it to freeze them. В общем, вы замораживаете семена. На самом деле вы их не разрушаете, вы замораживаете. Они никогда не раскрываются. И то же самое с негативными, позитивными семенами. Можете таким образом об этом думать. Вы можете их иметь, но они никогда не раскроются, и это лучше. Вопрос, который ты задал, это огромная тема в Мадьямике литературе. Есть ли специальные условия? К примеру, есть огромная дискуссия того, как кармический объект, в смысле он бодхисаттвы или архаты, или обычные люди, что сжигает семена. И если вы хотите это изучить, то оставайтесь с нами. Возможно, это будет в Нагарджуне. So he says Kyenche. Kyenche means the big problem большая проблема гнева в том, что он разрушает ваши хорошие семена. Yeah, you could take them out of the refrigerator. Можете их вынуть из холодильника? Можно ли их вынуть из холодильника? Да. Да. Но есть книги, написанные, в общем, про это все. Это очень долгая история. У вас есть Эдем в вашей книжке. Должен быть боже мой, лес, который горит. Yeah, number 21, I think. Sorry, 4. Yeah, number 4, right? Okay. So when you meditate in the afternoons, когда медитируете днем, в течение этой недели вы можете просто вот по этим картинкам идти, и это очень эффективно. Просто следуйте этим картинкам. Если после вашего дневного сна у вас будет свободное время, то помедитируйте на вот этот огонь в лесу, пожар. Когда ваш муж кричит на вас, моя философия, скажите ему, ты дурак. Ты не должен на меня злиться, я не сделала то, что ты говоришь, что я сделала, и ты дурак, и так далее. Но я не буду сжигать свою хорошую карму и ругаться на тебя и злиться. Я такая хорошая, что я не буду на тебя злиться. Я тебя очень сильно ненавижу, я тебя оскорблю. Вместо того, чтобы тебя оскорблять, я не буду злиться, я просто буду игнорировать тебя. Ты не заслуживаешь быть человеком, который заставит меня сжечь мои хорошие семена. И самый лучший способ, как победить гнев, это просто не обращать внимания. Это раздражает людей, которые вас злят. Вы просто улыбаетесь, скажите, я бы очень хотела разозлиться на тебя, ты этого заслуживаешь. Но, честно, я просто не хочу свои хорошие семена сжигать. You're not worth a churro. Семена каких-нибудь пончиков. Ты этого не стоишь. And there's a joke in Buddhism that if you really want to irritate your enemy, что если вы действительно хотите раздражать своих врагов, то просто будьте успешными и счастливыми. Не обязательно в интернете с ними спорить, просто наслаждайтесь своей жизнью. И это самый лучший способ, как раздражать своих врагов. Это моя специализация.
We got a little bit more to go, and then we're going to take a break. Okay? I taught you this morning. That's a good way to keep your students in the class. В общем, еще немножко пойдем. Even if you don't intend to stop soon. Изучать, и потом скоро остановимся. Я сегодня вам рассказал, что здорово говорить, что будет перерыв. И я это делаю. When people kill each other, когда люди убивают друг друга, когда они бьют друг друга, когда атакуют друг друга, это все про номер два. Плохая эмоция номер два, гнев. Все эти войны, разрушение городов. So I live in the desert, I live on a mountain, I live on a dirt road, I live in the smallest legal house you can own in Arizona. В самом маленьком домике, который только может быть в Аризоне. So I spend a lot of time planting trees. Очень много времени провожу, сажая деревья. И это тяжело. Это как ламрим обучать. It takes a lot of patience, and it takes many требует years. очень много терпения и много лет поливать, заботиться, животных отгонять. And then I go on TV and or internet and I watch somebody bombing some country and I see all the trees go down. And the people's bad, but the trees is worse. I'm like, do you know how long it took to make that tree? Деревья горят, и людей, конечно, плохо убивать, но деревья еще хуже. Что кто-то только 100 тысяч деревьев сжег одной бомбой. То же самое с гневом. Гнев сжигает много лет работы. Растить деревья или растить детей — огромная работа. И одной мыслью вы убиваете кучу своих хороших семян. Просто движение сознания — это то, что является причиной войн в вашем мире. И вы работали так серьезно над детьми, когда вы рожаете детей, кормите их, растите их, а потом просто отправляете их на какую-то войну, которая даже нет значения никакого. Я давал лекцию в военной академии в Америке. Им всем по 20 лет, и они такие крутые, думают, что они будут, в общем, всех стрелять. It's not romantic anymore. Don't believe all these не романтично. Не смотрите эти фильмы. This is a famous Rambo movies in China. They borrowed it from America. You guys stop borrowing bad stuff from America. Try to find something good. Вы только плохие вещи из Америки забираете. Найдите что-нибудь хорошее, типа Макдональдса. Don't take all this poison stuff, okay? Не берите весь этот яд, все эти жестокие фильмы. Top Gun is not romantic. Это не романтично. People lose their legs. They come home with no legs. Люди теряют ноги, приходят домой без ног. Вся жизнь перестраивается. Война — это не романтично. Стрелять в людей в фильмах — это не благородно. Это все происходит из вашего сознания, из мыслей, из 2 секунд. Боритесь здесь, в своем сознании. Хотите быть героем армии? Боритесь вот здесь, в своем сознании. Тогда вы не убиваете деревья. Anyway, если вы не можете контролировать свой гнев, он разрушит страны и тысячи людей. I'm almost done, okay? Я почти закончил. I can see it. Я вижу. I'll do 2 more lines. I promise. Еще 2 строчки и все. One is for number 1 and one is for number 2. Первое для первого пункта, второе для второго пункта. Then there was a custom in Tibet, in the monasteries especially,
Есть традиция в монастыре, если у вас учитель, который много злится, поскольку вы о своем ламе не можете ничего плохого говорить, особенно о тантрическом ламе, то появился второй язык. К примеру, tight-fisted, cheap, never share money, если ваш лама it became a жадный, tradition to call them rungarpo, which means thrifty. то появилось слово My lama never wastes money. То It есть means он my такой lama won't give you a penny. не тратит деньги впустую. Означает, что лама просто So there ничего вам никогда не became даст. into Но that, there в came this Тибете language. появился такой специальный язык. Sometimes you can call it twilight language, but it's a language Это to refer to your язык, lamas. который вы можете ссылаться на какие-то приятные черты своего ламы в хорошем смысле, хорошим способом. My holy lama's heart sometimes heats up. То есть здесь он говорит, что сердце моего ламы, святое сердце моего ламы иногда загорается, в том смысле, что нагревается. Это означает, что лама злится. Означает, что лама злится. Или она. И бьет нас. У меня так было. Не очень часто, но у моего ламы тоже было. Сердце нагревалось иногда. Может быть, Шилота нам расскажет. Он говорит, послушайте. И он был очень честным человеком, Пабонка. Он говорил вещи, которые другие люди не говорили. Мы говорим здесь про лам реинкарнирующих. И он смотрел в глаза таким ламам и говорил: не злись на своих студентов. Ты плохой пример. Ты такой высокий лама, и ты злишься на студентов. И он говорил такие вещи прямо, и у него из-за этого были большие проблемы. Вы можете дать этому какое-то такое вежливое имя, но он цитирует здесь цитирует одну вещь, которая стоит между вами и туалетом. Скажите «шедан», «табу», «дикпамет». Sopa, tabu, katup, me. Okay, so we got to go to katup, which in Sanskrit is tapas. Okay, tapas. And tapas came into the word tepid. It means heat, spiritual heat. Это означает духовный it means tough practice, тепло, tough духовное, такой нагрев, то есть такая тяжелая практика. Genlong, Rambo. Tough guy practice. В общем, такой Рэмбо, тяжелая практика. Кто такой суровая практика вот такая? Есть лама, один из моих лам в Сере, кто остановил поезд. То есть поезд двигался, и лама остановил поезд. И все сказали: он суровый. I don't know, stand out in the sun all day, meditate in the snow, okay? Meditate in the snow for 2 days. Или когда лама медитирует по 2 дня в снегу, и все говорят: вау, тапас, то есть духовный воин. Все такие: вау, остановил поезд. Вау, 2 дня медитировал в снегу и не открыл глаза. Вот это настоящий лама. И Шантидева говорит: это все бред. Это не суровый такой парень. Суровый парень — это тот, кто... Женщина, которая приходит домой, открывает дверь на кухню, муж на нее кричит, и она спокойна. Вот это воин. Это духовный воин. Не рассказывайте мне про людей, которые сидят в снегу, или лама, который остановил поезд. Это несложно. Сравнительно с тем, когда кто-то на вас кричит, и вы не злитесь. Это гораздо сложнее, нежели останавливать поезд или сидеть в снегу. Staying cool in the kitchen when your husband goes crazy. Оставайтесь спокойными на кухне, когда муж на вас кричит.
Это духовный воин. Женщина на кухне, которая принимает прибежище в пустоте и не кричит обратно. Такие люди, в общем, заслуживают медаль. Это люди, которые заслуживают медали. Не те, которые стреляют в других людей. Нет, мужество — это стоять на кухне и не злиться. Это очень красиво. Хотите стать духовным воином? Тогда будьте той женщиной, которая не кричит на мужа, потому что вы хотите остановить войну, остановить, чтобы на вас не кричали. Люди, которые останавливают войны, они более мужественные, нежели те, кто воюют. И те, кто останавливает войны в сознании, более мужественные, нежели те, кто останавливает войны в реальной жизни. Это мужество. Храбрость. If you rate bad karma, если вы оцените плохую карму, что номер один? Гнев. Самая плохая карма — это гнев. Почему? Потому что он разрушает все хорошие семена. Это номер один. Нет никакой... то есть гнев — самая худшая плохая карма. Худшее, я сказала. Терпение — это номер один на списке героев. Это намного сложнее, нежели стрелять в других людей, бросать бомбы. Это не так уж сложно. Просто нажимаешь на курок. Просто сам стоишь и нажимаешь на курок. Но оставаться спокойным на кухне, когда муж на тебя кричит час, день или месяц, это вот это воин. Если вы можете это сделать, то вы можете гордиться собой. Если люди вас критикуют, кричат на вас, и вы остаетесь спокойными, то можете гордиться, что я не буду растрачивать свои хорошие семена из-за тебя. Я не буду тебе отвечать. Понятно? Сделаем перерыв и будьте воинами. Только полчаса осталось, и я думал, что будет здорово заняться. В общем, достаточно депрессивные у нас разговоры про гнев. У нас еще есть одно задание на этой неделе. Это мы пересматриваем последние 5 лет. 8. Мы делаем это с картинками. Для того, чтобы это было проще. И это другие медитации, которые вы можете сделать после обеда, если у вас есть мало работы, то вы можете заняться этим после обеда. Те, кто хотят стать учителями, которые будут обучать ламрим или медитацию. Если ваша магистратура — это ламрим или медитация, то это для вас. Я должен это делать быстрее, но я слишком много говорю. Это после Таиланда то, что осталось. Извини, Джасмин. Мы слишком были заняты в Таиланде, мы плавали. Tim, I'm on 78, which is a young lady working on a computer. And and what we're doing is we're reviewing the whole big lamrim in pictures. And мы пересматриваем весь большой ламрим в картинках. For this и экзамен для этой магистратуры — это мы покажем вам картинку, а вы должны нам рассказать историю. То есть я показываю картинку без какого-либо текста, а вы мне рассказываете, о чем картинка. И я буду это проверять, начиная завтра. Я буду показывать картинку, а кто-то должен мне сказать, о чем это. Вы должны стараться запоминать картинки и то, что это значит. Готовы, Тим? Okay, I'll stall some more. And и the pictures are square.
картинки квадратные. And they also have colors on there. И на них есть цвет. And, Tim's gonna print them out. И мы их распечатаем, может быть, завтра. By the way, Venerable Jigme had some fun that maybe you want to do. She was trying to find the page number найти номер страницы in the translation that connects to the picture. переводе, который относится к I'm working картинке. with the Tibetan. I'm going to the Tibetan. But if you want to have fun, like with the Chinese translation, и если вы хотите с китайским, к примеру, say то же this самое picture is делать, on this page. вы можете Of the Lamrim. страницы находить Ламрима, Okay, here we go. привязать их к картинкам. In the beginning of the Lamrim, В начале before he Ламрима, starts the после того, Lamrim, he sells the Lamrim. после того, And как он as a начинает teacher, Ламрим, он продает as a Ламрим. ACI И как teacher, учитель ACI, your first job is ваша to первая sell работа — это ACI продать ACI. courses. Okay, Курсы ACI. before you start teaching the Перед тем, course, как вы начинаете you have to tell обучать, them how cool it's вы going to be if рассказываете they им, learn the как course. классно Okay, got будет, it? если они выучат, So it's начнут заниматься. traditional in В Buddhism традиции буддизма to sell the teaching before you give it. мы It's like when you продаем sell a учение car. перед тем, как It's exactly мы like selling a даем ее. car. Это как продавать The couple машину. comes in, Да, you пара grab them, приходит, вы ее and you хватаете, say, вы говорите им, do you realize how great the stereo вы is? понимаете, насколько on this классное car, стерео like, на There's машине? no stereo like this on any Нету car in the whole такого world. стерео, And как these говорят, tires, на they're русском? round Нет and такого нигде в мире. black and И машина okay, like you have to черная, talk about колеса the cool круглые. stuff, То okay? есть вы говорите о It's a классных tradition. каких-то вещах, это We're on традиция. this part. We're Мы on this part. на We этой didn't get to the части. Lamrim yet, okay? So Мы еще item не дошли до 78. Ламрима. И идем By the way, с if we just started the 78. Lamrim, why Если are мы we только что already начали on picture Ламрим, number 78? почему мы на картинке 78? I started this Потому course что я backwards. начал этот I курс taught the наоборот, end of the Lamrim значит, с first. конца. Why would I do that? Почему я так сделал? Yeah, because it's the meditation Потому part. что So там часть what my медитации. strategy И моя was 8 years стратегия ago, 8 лет назад I started from the end of the book. была в том, что And я we начал с studied конца emptiness, книги, и мы начали and we изучать studied пустоту Meditation. и медитацию, Shamatha and шамату и Vipassana. випашьяну. Not Не випассану. okay? Понятно? And we studied the end of the И мы book first изучили because конец книги we сначала, wanted to use потому что seeds. мы хотели inside использовать the Lamrim. семена внутри So we Ламрима. had to talk about emptiness. И And then we мы wanted to use meditation. So I хотим started использовать from the end of пустоту и the book. медитацию. Я So начал what с are we конца going to do when we книги. hit the end of the book? Что мы now? сделаем, когда мы дойдем до конца книги? We're going to jump to another book. Мы You перепрыгнем see? на другую So книгу. I will not cover Поэтому again я не буду the end снова of this book. рассказывать I о will cover конце the этой same книги. Я topic расскажу ту же from тему big Lamrim Chamo. Big из Lamrim. Okay, got it? Цинкапы Большого That's my Ламрим strategy. Чимо. Это моя So we стратегия. already finished all the То есть pictures мы уже that закончили relate все to картинки, которые meditation относятся к and медитации emptiness, и пустоте, which is not very которые long in не this Lamrim. очень длинные в because этом he didn't Ламриме, want to потому compete что with он the не guy who's хотел already did it компетировать с тем, кто уже лучше это Okay, сделал. Tsongkhapa. Цинкапа. So here we go. Item 78. Поехали. Идем One of the selling points 78. Одна of the из Lamrim продающих is look. мыслей Ламрима You в том, can что, do it. смотрите, Okay? вы можете это It's сделать. big. Это, It takes years. в общем, много and you can времени do it. занимает, но вы Okay? можете And это that's all. сделать. Don't И это все. resist it. То есть не сопротивляйтесь. And I'll tell you something cute about this picture that you're going to repeat back to Я me вам when I скажу give кое-что you the классное. test later this week. Что вы должны Ready? мне будете ответить. Who's learning in this picture? Кто изучает, The обучается в father. этой картинке? Good. Отец. Okay. Why does Почему? the daughter have Почему to teach the father about дочь the обучает internet? отца интернету? Because he's from the paper Потому что generation, он like из Geshe Michael. Эпохи Okay, бумаг. it's very difficult for Очень us. сложно You для know, нас. people say, like Dr. Wu's wife, we had dinner Жена with доктора Dr. Ву, Wu к and her, примеру, у нас был ужин, and я she said, ужинал с ней, I'll с just ним. WeChat you, you know. Он сказал, I'm я like, просто WeChat, типа What's напишу тебе в WeChat? WeChat. Я And говорю, she's что like, такое WeChat? you don't know WeChat? I'm like, Ты не знаешь, что такое no. WeChat? Я говорю, нет. She took my phone. Она взяла мой She телефон. She put WeChat on. I said, Она wait. сказала, I don't know. туда I don't know what's добавила. WeChat. I don't Я know if I говорю, я want не it. She's знаю, like, что ah, это shut такое. up. Я не Yeah, знаю, she's хочу ли like, я это или нет. Он говорит, да, now неважно. you got WeChat. И You просто know, установила WeChat мне you just WeChat. know. Okay, so
we resisted, my Мы generation. отказываемся, сопротивляемся. Нам говорят WeChat, мы такие, да-да, я завтра сделаю это все, добавлю. Потому что это некомфортно. Я не знаю, что такое WeChat. У меня есть Scott, и я спрашиваю, какую мне кнопку нажать, чтобы отправить имейл. Он мне говорит, вот эту. That's really why I keep him around, okay? Это то, на самом деле, почему он все еще со мной. Он обучает меня, как это все использовать. Он не боится вот этих штук. У него есть хорошее качество, он не боится новых технологий. Он просто атакует их. Он звонит в компанию и говорит, вы тут неправильно сделали, кнопка не работает. У него есть такая храбрость с новыми технологиями. Я чаще всего боюсь этих технологий, потому что я думаю, что если я подожду несколько лет, то мне не нужно будет вообще уже ничего изучать. Don't have that attitude about this lamrim. Don't think, look, не I'm думайте not a таким geshe, образом про ламрим. Не думайте, что ну вот я не геши, я не монах, я не могу, у меня есть работа, я занят, я не могу изучить текст в 1000 страниц и медитировать на него. Когда вы отказываетесь, то, что эта картинка означает, то, что будьте как вот этот отец на картинке. Отец такой скромный, и он подходит к дочери и говорит, слушай, я не понимаю вот этот Facebook, объясни мне, пожалуйста. Или что там за новая вещь? Instagram. It sounds like a kind of coffee or something. Это звучит как название кофе. Did you do your Instagram? Типа, ты сделал Инстаграм сегодня? Да, говорит. Okay, so there's two choices you have. Есть два выбора у вас. Вы можете отказываться, можете говорить, у меня нет времени, у меня есть работа, я не могу вот ламрим обучаться. Или вы можете сказать, блин, я это сделаю. И найдите того, кто вам поможет, и будете скромным. Подойдите к дочери, спросите, научи меня Инстаграму. Ей придется несколько раз это сделать. Но вы должны быть таким скромным, чтобы достичь успеха. Признайте своей дочери, что я этого не понимаю. И смысл картинки в том, что вы можете это сделать. Просто спросите. И просто попробуйте, и вы можете это сделать. Подход Цангкапы за всю свою жизнь и то, что его отличает от других людей, в том, что он как бы атакует такие сложные вещи. И в этой книге он говорит, что это слишком просто для меня об этом говорить. Вы сами про это узнаете. Как в тексте Ворда, он называется «Сложные темы школы только сознания». И я ему сказал, вот, просто переведи эту книгу, называется «Только сознание». Мы не можем понять два предложения. Это действительно очень сложно. Ему нравится. Если вы не будете избегать сложных вещей в своей жизни, то вы станете мастером. Идите за этими сложными вещами. Эмоциональные вещи тоже. Если у вас есть проблемы с партнером, вы, возможно, не хотите говорить о чем-то. Атакуйте эту часть, идите за этим. И потом это станет просто. Понятно? Если вы видите эту картинку, что вы мне скажете? Don't be afraid of this new tech called lamrim. Не бойтесь новой технологии, которая называется ламрим. Изучите новые вещи. Most people stop learning after high school. Большинство людей перестают учиться после школы или колледжа. И они забывают эту привычку, как это делать. Есть редкие люди, которые продолжают учиться даже после, и их сознание становится еще лучше и лучше. Не бойтесь ламрима, не говорите, что это слишком долгий или сложный. Не избегайте сложных вещей. Следующая картинка. There's a list of reasons why you shouldn't come to a teaching.
вещей, почему вы не должны приезжать в Diamond Mountain или на обучение, или DCI занятия. Есть список в Ламриме низких мотиваций того, чтобы приехать, если вы хотите приехать на Ламрим. Первое, неправильно ли неправильно ли приезжать на Ламрим, если вы хотите просто благословения? Это нормально, но только если это не единственная вещь. То есть я хочу поехать в Diamond Mountain на курс Нагарджуна. Я ничего не понимаю, о чем говорит Гешна. И я не пойму, но это благословение быть в комнате. Это, как бы нормально, но глупо. Просто если приезжать за благословением. Некоторые люди в Тибете ездят на такие большие учения только чтобы получить учение. И до того, как они заходят в комнату, они говорят: я не могу это понять, я не смогу. И тогда, если это единственная причина, почему вы приезжаете, то не приезжайте. Скажите ямгюк. Ямгюк. It's a special Tibetan word. It means to go to a teaching because your friends are going. Означает ехать на учение, потому что ваши друзья идут. Или получить инициацию, потому что друзья идут. People just go because, my friends are going. That's what the picture means. Okay, now you know what the picture means. When you see this picture, you're going to say, oh, that's talking about 5 bad reasons to go to a teaching. Number 1, I just want to go for the blessing. I know I won't understand. Я просто хочу, первое, я хочу благословения, я ничего не пойму. Второе, я еду только потому, что мои друзья едут. Третье, я просто еду, чтобы узнать больше информации, для того, чтобы самому это преподавать. Я не хочу улучшить себя. Я хочу узнать все школы для того, чтобы преподать их. Это плохая мотивация. Никогда не изучайте что-то, не применяя это на себе. Никогда не изучайте ничего, не применяя это на себе. Не собирайте знания, не собирайте системы. Изучите все эти системы школ, и потом применяйте это. Вчера мы использовали школу только сознания очень классным способом. У нас было объяснение от профессора Уорда Смита. И сила, типа власть, в этом смысле власть, что у меня будет больше власти, когда я стану учителем, и я буду больше знать. Люди будут меня восхвалять, и у меня будет власть над людьми. То есть я буду учителем, а не студентом, не учеником. И последнее, впечатлять. Вы где-то видите это в буддистских группах, что lunch with somebody and they say, it looks like your conscious number 7 didn't understand your conscious number 8. Слушай, ты выглядишь, как будто твое сознание номер 8 не понимает твое сознание номер 7. И они не понимают, о чем вы говорите, и вы такие: да, я знаю эту школу, я тебе помогу. Или какая-то вечеринка коктейльная, и вы встречаете девушку и рассказываете: знаешь про сознание 7 и 8? То есть вы не хотите помочь им, вы хотите просто впечатлить их. Это причина, по которой вы едете на учение, потому что вы хотите информацию, которую вы можете кого-то впечатлить. Это 5 причин, по которым не нужно ехать на учение. Обычно это противоположность мотивации применить учение в своей собственной жизни. Это должна быть ваша мотивация, ваша единственная мотивация. Я болею, и мне нужно лечение в Diamond Mountain. В буддизме это называется мембе души.
This man is S-M-A-N. Yeah. The whole thing is a medical treatment. The retreat at Diamond Mountain is a medical treatment. Ретрит в Diamond Mountain — это медицинское лечение. Куда ты едешь? В Америку, в Diamond Mountain. Зачем? Medical treatment. Ментальное медицинское лечение. That's the attitude. Это отношение. Мне нужно это. Мне нужно лечение. У меня есть вот эти заболевания, гнев, желания, и мне нужно лечение. Cool. Понятно? That's the right motivation. Okay. And if I treat myself, I'll be able to treat other people. Okay, that's okay. Я излечу себя, и потом я смогу лечить других людей. Это хорошая мотивация. Next one. Следующее. Next one. Yeah. Okay. So if you met Einstein on a plane and you were trying to explain to him the theory of relativity or quantum physics, в самолете вы попытались ему объяснить you didn't теорию recognize him, относительности, and he's on the plane, you're on the plane. То Do you know anything? И вы его не You want to hear узнали. me explain quantum physics to И вы you? ему And he's говорите, like, well, хочешь, я тебе объясню квантовую and физику? before he can say no, you start И перед explaining тем, как он quantum говорит physics нет, to вы him. начинаете ему это рассказывать. And I have this happen to me Со мной такое pretty случалось frequently. несколько Someone will раз. start explaining Madhyamika to me. Кто-то мне бы Мадхимику объяснял. It's all wrong. И все неверно, все, что он говорит, неправильно. И я так... It happens in China sometimes. People start explaining Diamond Cutter Sutra. В Китае такое происходит. I'm just polite. I что go, кто-то мне сутра алмазного гранчика объясняет. И я просто вежлив. Я такой... You don't say I spent 25 years on that. Не говорите, что я 25 лет вообще-то на это потратил. And the point is, смысл в том, что, as I said yesterday, когда, как я сказал the вчера, Lam Rim comes from a person who knows. In English we have this idiom. В английском есть такая He идиома. thinks he's Mr. Know-it-all. Типа я такой всезнайка. Я But the всезнайка. Buddha really is. Но Будда на самом деле всезнайка. He sees everything. Он знает in all times, все, видит все including what you're всегда, thinking. даже то, что вы думаете. To him, looking Для at your него nose and looking at your inner thoughts is the same. Смотреть на ваш нос и смотреть на ваши мысли — это то же самое. He wrote Он написал the sutras сутру for you personally. Для вас лично. Don't doubt it. Не сомневайтесь в этом. He wrote. Он написал. He gave this teaching Он 2,500 years ago for the people at Diamond Mountain in 2019 April. Don't doubt it. Don't think he doesn't have this capacity. If you think he doesn't have that capacity, you're wasting your time here. Because you're trying to get the capacity. Потому что не думайте так, потому что вы поэтому здесь. Причина, по которой вы можете стать Буддой, для того, чтобы вы смогли написать учение для тех людей, которые приедут позже. Мы говорим здесь о докторе, который видит будущее ваших заболеваний. Кто-то вам говорит, вам нужно лечение радиации. И вам говорят, что потому что через 3 месяца, 2 дня и 3 часа вас это излечит, потому что я это вижу. Когда вам дают эти учения, они точно для вас. Это вот прямо то, что вам нужно. Это означает, зачем нужно тратить время на какие-то еще учения, если возможно получить учение от человека, который 2500 лет назад читал ваше сознание, он знает ваше будущее, знает, когда вы станете Буддой, он уже коммуницирует с вами, как с Буддой в будущем. Раньше на работе я сидела на туалете, и когда у меня был плохой день, и я разговаривала с Гешей Майклом, будущим Буддой. Я говорю, Геша Майкл, будущий Будда, у меня плохой день. И он такой, ну ладно, ничего, все будет нормально, скоро мной станешь. People say, what do you talk about when you're in the toilet? I said, don't worry about it. О чем ты говоришь, когда ты на туалете? Я говорю, неважно. Okay, so if you can get a teaching from somebody like that, then если вы сможете можете получить такие учения, то не нужно ничего добавлять. Меня просто сводит с ума, когда мне говорят, что в буддизму нужна какая-то психология. Книги по психологии исчезнут через 2 года.
I'm like, okay. Я такой, да, конечно. Maybe возможно, знающее существо знал, о чем он говорил. Возможно, им не нужна никакая психология, книга по психологии. Это меня очень раздражает. Это pet peeve. I'm going to teach you this idiom whether you want to or not. Я обучу тебя этой идиоме, неважно, знаешь ты или нет. It drives me crazy. You can say it that way. I allow you to say it that way. Можно так сказать. It drives me crazy. Типа сводит меня это с ума. Когда люди пытаются подчинить буддизм, или когда люди добавляют что-то к буддизму. То, что было написано год назад, и то, что через год исчезнет. Этому учению 2500 лет. Сутра алмазного огранчика — это самая печатаемая книга в истории. Это первая книга, напечатанная в истории. И копий ее больше, чем Библии. И, возможно, нормально, и не нужно ее менять. Понятно? Она бы не выжила, если бы она бы не была полезна. Если бы сутра алмазного огранчика никому бы не помогла, то ее бы не было сейчас. Возможно, в ней что-то есть. И я говорю, что это глупо пытаться обучить всеведущее существо или добавить что-то. Зачем? В смысле, не учить, а как бы передумать, добавить что-то к его мыслям. But I can tell you, you don't have time to read all the crap that's available. Я могу вам сказать, что у вас просто нет времени на то, чтобы читать все это дерьмо, которое есть вокруг, все эти книги. Someone sent me this video. Кто-то мне отправил видео, говорит, Гешла, посмотри это видео. И там кошечки прыгают, когда их пугают. Я говорю, зачем ты мне это отправил? Про кошек, которые прыгают. У меня нет времени, я умираю. У меня вот столько лет. Я знаю, сколько у меня минут осталось. Я не до конца жизни, мне не нужна эта психология. Поэтому не тратьте свое время, просто идите за большими вещами и не как бы отказывайтесь от технологий. И это слишком сложно, кто-то говорит, мне все равно, просто атакуйте, изучите Instagram. I know the name. I don't know how to use it. Я знаю, как это использовать правильно. Don't resist it. Use it. Просто не отказывайтесь от этого, используйте. Really, from 66, I'm telling all you 30s and 20s. Мне 66, я вам говорю всем, кто 30 и 20, не тратьте минуту своей жизни, у вас нет времени. Если вы работаете очень тяжело, то, возможно, у вас получится. Но если вы будете тратить свое время, смотря эти видео с кошечками, то вы просто растратите все. Гешла сказал, что мы не можем смотреть фильмы. Нет, я этого не сказал. Это буддистская ответственность. Научиться, как расслабляться. Это буддистская обязанность научиться, как смотреть фильмы. Это здорово. И на следующий день после просмотра фильма мы стали лучшими студентами. Я не говорю, что не нужно смотреть глупые видео. Пусть они кошки прыгают. А если вы устали, то и вам нужен перерыв, то смотрите. Я советую. Смотрите, как кошки прыгают на YouTube. But don't spend the day watching it, но не тратьте на это весь день. You must take your rest. Вы обязаны It's a better Buddhist. You're a better Buddhist if you take rest. Вы лучше буддист будете, если вы отдохнете. Oh my gosh, that was a rough 2 days. It started with washing every dish in her house, which was in the sink. Okay, I shouldn't say that. Но, в общем, он помыл все. But after 2 days of serving, 2 дня служил we were like, кому-то. Они служили кому-то. Okay, you want to go buy her some more groceries? And we looked at each other and we said,
let's go to a В общем, мы movie. брались в чем-то доме, и And let's потом not take говорим, mom. пойдем, And I'm like, маму, yeah. в своем доме своей матери. И после того, как мы Okay, выбирались 2 дня, мы sometimes сказали, поехали, пойдем посмотрим You фильм, и gotta не take a говори break ей. from your virtuous Иногда activity, нужно okay? брать And you'll be перерыв more от своей virtuous. Otherwise, you'll добродетельной get grumpy. активности. And you will make Иначе a вы lot of bad будете seeds. Okay? So it's a злыми Buddhist такими, раздражительными, вы посадите много плохих to learn how семян. to go Это watch a movie and goof лучший off. навык Sometimes we go for dinner. научиться смотреть фильмы. And Иногда boy, we мы eat. Okay? иногда No мы green drinks at that dinner. едим You know? ужин и не пьем никаких Sometimes I зеленых just- напитков. They come out with a big tray of dessert. You И know, мы I said, заказываем bring the много tray before десертов. dinner. И я говорю, сначала And they're like, десерт. which one do you want? I said, Они говорят, why do you какой think I хочешь? want one? Какой вы выбираете? Я говорю, Did почему you вы ever have думаете, я хочу anyone только order all один? of them? Я хочу They're вообще-то like, все. well, once. I said, well, now it's twice. Okay, so learn how to have it Научитесь, fun, как okay? But don't waste развлекаться, your time. наслаждаться, Okay? но не тратя свое If you can work, время. work. If you can't Если work, take a вы break. можете Okay? работать, работайте. Got it? Если нет, то I'm not сделайте перерыв. against Я не cats. против кошечек. I'm just saying, don't Я do it all the просто time. говорю, не Okay? делайте это All все right, we время. finished 80. Мы закончили We're out of time. We're going to 80-ю, start with мы 81 tomorrow. 81-й начнем завтра. Tim, do you have any announcements or anything? Or let's do a mandala. Давайте first. сделаем мандалу. Luca, you in the mood? Oh. It's like sushi, but it's sashi. Okay, okay. Pergi jakshim metotram Rira blingshi ninde gempadi Sangye shindu mikte uagi Drokunam dakshila chuparsho Idam guru ratna mandalakam yuryatayami Gewadi gewokun Sanam yeshe tzokshin Sanam yeshe lejuwe Dampar kuni toparsho Cool. Thank you for coming. Thank you for Спасибо за working то, so что hard. приехали Thank и you так for тяжело asking me to работаете. teach. И We're going to усердно. cover more of Спасибо, these что tomorrow, and просили you'll меня get учить. probably tomorrow you will get Мы the. еще, в общем, the все это reading with all закончим. of Скорее them, всего, okay? завтра вы получите This is the чтение. review of the last 8 years Это of Lamrim. Okay. как бы ревью, обзор case you всех wanna лавримов. Если вы вдруг Take a хотите master's degree in that. стать мастером